Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, мы Виталий и Лада. Сегодня мы вам будем показывать и рассказывать про Оболонь. Все знают эту расхожую фразу о том, что Киев не резиновый. И в этом видео мы хотели бы поговорить с вами об этом, кто едет в Киев, зачем едет в Киев и к чему это может привести. Ну, об этом в конце видео. А сначала мы посмотрим район, узнаем, что здесь есть, за какие деньги можно снять жилье и удобно ли здесь. Это видео будет интересно для тех, кто хочет переехать в Киев, для тех, кто хочет уйти от своих родителей и снять отдельно квартиру и ищет, рассматривает разные районы. И вообще для киевлян, которые, коренных даже киевлян, которые редко ездят по Киеву, потому что Киев очень большой и давно уже не были, допустим, в этом районе, хотят посмотреть на Оболонь, да. Ну и, понятно, дело для тех, кого вообще интересует Киев. Может быть, вы смотрите это из-за границы, из какой-нибудь другой страны. Так что добро пожаловать в Киев! Ну? Нет? Поехали. Если вам нравится это видео, ставьте лайк и включайте колокольчик для того, чтобы не пропустить следующее видео. Географически Оболонь находится в северной части Киева, на правом берегу Днепра. Раньше здесь были заливные луга, что на старорусском звучало как Болонь или Оболонь, слова созвучные со словом болото. В 1968 году было начато строительство огромного жилого массива. При этом, прежде чем начать строительство, уровень грунта был намыт до незатопляемой отметки, то есть район построен на искусственной насыпи. Основная часть застройки советского периода была завершена к 1980 году. В этом же году, в 1980-м, появились и первые станции метро. А до этого добраться с Оболони до центра Киева было очень сложной и утомительной задачей. Строили в основном 9 и 16-этажки, которые по сей день составляют основной процент жилого фонда. Административно-Оболонский район очень большой, сейчас в его состав входит даже Пуща-Водица. Кстати, видео есть об этом поселке на нашем канале. Но сейчас мы будем показывать только ту часть района, которая находится вокруг станций метро Героев Днепра, Минска и Оболонь. Друзья, для начала мы расскажем вам, что здесь есть в этом районе. Самое главное, что здесь есть, это огромное количество водоемов. Есть Днепр большой, с многочисленными затоками. Есть озера Кирилловская, Иорданская и Вербная, то есть поменьше, немножко в другой стороне. Потом есть огромное озеро, и прекрасное, живописное, романтичное озеро Министерка. И второй огромный плюс – это метро. Но нужно сказать о том, что Оболонь – это район совершенно неоднородный. В нем есть застройка советского периода, а есть застройка более позднего, вот современные дома. И разница порой колоссальная, конечно, во внешнем виде. И мы вам это хотим сейчас показать. Самые престижные дома здесь расположены вдоль Оболонской набережной. Напротив парка Наталка находится элитный район. Как ни странно, живущие здесь богатые люди, чьи яхты припаркованы летом у гольф-клуба, не перекрыли простым людям доступ к реке, как это у нас обычно бывает. Как раз и посмотрим, как живут в более новых домах. Обустраивают ландшафт, обустраивают, ну то есть плиточка, тротуарчики все, Да. то есть все ухожено, все заметено, нету никаких бурьянов, то есть совершенно другой уровень. Как приятно здесь гулять. Просто душа радуется от такой красоты. Конечно, все будут хотеть сюда приехать, понаехать, потому что здесь очень хорошо. Да, но вот именно в этом районе, конечно, будет очень дорого аренда квартир. По информации сайта Лун, самая дешевая однокомнатная квартира, которая сдается в долгосрочную аренду в жилом комплексе «Оазис», на начало ноября 2020 года стоит от 15 500 гривен в месяц.
Похоже на шампанское? Не, просто я сдал и думал, Ну-ка, это красиво. каждый видит свое, Как да. можно нести только пляжку шампанского? Не, да мы ж нормально, спасибо. Оказывается, на шампанское похожа наша камера. Вот центральный вход в парк Наталка. Здесь такие ступеньки вниз, два портала, один слева, другой справа. Сегодня тут людно. И сам парк большой очень, просто огромный. Мы уже прошли минуты 3 вдоль него. И вот еще сейчас вниз и вперед. Очень много здесь места. Ну это хорошо, просторный парк. Клумбы Есть где с цветами, погулять. да. Деревья, смотри, вот они не новые деревья, это старые, да, какие-то? Да, Смотри. да. Те, которые Они здесь их просто оставили, росли. да. Мгм. Окультурили, сделали дорожки, мне очень нравится. Есть небольшой островок, который называется остров Оболонский. И к этому островку хотят проложить пешеходный мост. И вот реклама этого пешеходного моста на этом заборе. Вот Здесь. такой будет мост здесь, Вот смотрите, по идее. сразу покажу его проектную фотографию, так сказать. Смотрите, Красивый должен быть. красивый. И на картинке даже сам остров очень облагорожен. А сейчас он пока его не видно вот за этими плакатами. Сейчас этот остров просто неухоженный. Такой себе островок с диким лесом. Необычный дизайн. Замечательный мост, если они так сделают, и этот остров тоже прям. Да, а вот смотрите, Прадедка. как предполагается быть теперь на острове. Вот эта верхняя часть, это набережная, на которой мы находимся. Вот сам мост, а это вот остров, на нем Который будут сейчас располагаться. в джунглях, да, ну, Да. в хащах. Ну, я думаю, будет замечательно, если так сделать. Это будет классно. Это будет как продолжение парка Наталка. Ты не летал? Вот как раз вот здесь, где вот этот красный буек, будет проходить мост. Не такой-то и длинный мост, как по мне. Я так понимаю, здесь самое узкое место. Вот, Да. и они решили здесь сделать. Ну что ж, прикольно. Осталось только дождаться, когда это будет сделано. Вот такие красивые домики. Это самые, наверное, красивые домики, которые есть на этой набережной. Это коттеджики одинаковые. По всей вероятности, это какая-то элита здесь живет. Может, депутаты, может, еще кто-то. Люди зажиточные. Но это смотрится, конечно, очень красиво. Большие артисты, наверное, здесь Наверно, тоже дома да. имеют. Они Ну очень да, это- дорогие. Сразу видно охраняемая территория. Все одинаковые, но они немножко разнятся все-таки по раскраске. Хотя проект один и тот же, типичный. А здесь у нас гольф-клуб. А гольф, как известно, это игра миллионеров. Насколько я знаю, этот район пользуется популярностью у киношников. Сюда приезжают все время какие-то студии, снимают здесь свои фильмы, сериалы. Это оазис, да? Да, это жилой комплекс «Оазис», а вот это вот гольф-клуб и его центральный вход. Смотрите, какое осеннее настроение. Листопад. Жаль, немножко не хватает солнца, которое бы это все раскрасило более ярче. Но и так, достаточно Спасибо и уютно. за это. Да. Не идет дождь Не на идет голову. дождь, и слава богу. Знаешь, как интересно называется это заведение? Бюро женских историй. Да? И Я что даже, там делать? я даже заинтересована, я не знаю. Я Заинтригована. первый раз такое Хочешь вижу. пойти рассказать свою историю? А, там выслушивает истории за деньги. Это психолог, наверное. Я увидел здесь поле для гольфа. Смотри, его отделяет вот такая вот защитная сетка высокая. Это для того, чтобы мячи не летели в сторону жилого комплекса, в сторону дорожек, по которым ходят люди.
Это на станции Героев Днепра. Да, вот на этом месте просто был круг, без крыши даже. Да, когда мы тут жили, здесь было просто под открытым небом круг, и там ничего не было, даже магазин. Была стихийная торговля, и музыканты играли здесь раньше. Так, и мы приехали в пузату хату. Больше будем, нет? Борщ будем, да. 2 борща, пожалуйста. 2 борща. Маленький. Маленький. Со сметанкой. Взяли мы поесть себе на... На сколько мы взяли поесть? На 273 гривны. Вот чек. 2 чека, чай отдельно. Да, чай 36 гривен, то есть чай здесь по 18 гривен. Ну вот это все стоит 237 гривен. То есть здесь что? 2 картошки, бифштекс, овощи, просто гриль и 2 борща, 2 пирожка, 2 хлеба. Ну что, получается по 150 гривен человека, это, в общем-то, недорого в Киеве. Ну, как на море. Как в Одесской области. Как в Одесской на курорте, области, да? на берегу моря, да. Ну, то есть все вкусно, все очень. Видите, Сейчас. вот написано, продезинфицировано. Наверное, не поменяли фильтры. Нет, туда. Друзья, сейчас мы... Добрый день, девушка. Сейчас Лада звонит риэлтору. Квартиры на Оболонской за 7500. Мы хотим узнать, почем сдаются квартиры на Оболоне. Хорошо, спасибо. То есть 7500 есть такая квартира. Мне вот сейчас на Вайбер вышлет Фотографии? фотографии. Посмотрим. Хорошо. Да. То есть самая дешевая цена здесь 7500. Вот, реально. Заходите в интернет, набираете, заходите на сайт Лун или на OLX и смотрите. И вот так же, как и мы сейчас, вот просмотрели все цены и на самую дешевую позвонили, она есть. То есть это реальная цена, 7500 можно снять вот На Оболонском на проспекте. Оболонском проспекте. Это не на Приречной. Вот строили они такие типичные панельные 9-этажные дома. Причем весь район построен по какому-то замыслу. Если сверху на него смотреть, он выглядит как соты пчелиные. Распланированы в каждой соте должна была быть школа, садик, медицинские учреждения. И они, в принципе, до сих пор есть. Насчитали школ, значит, 17 общеобразовательных школ, 3 поликлиники, 4 амбулатории, 6 садиков. Мы где-то ошибаемся или что-то там. Насчет количества, да. Насчет количества, потому что мы все это в интернете берем. Вот вы, пожалуйста, в комментариях поправляйте и да. дополняйте. Мы, кстати, очень благодарны за комментарии. Очень интересные есть комментарии, высказывания. Пишите все, что знаете, все, что вот, ну, может, вы здесь живете, жили. Сейчас мы заходим в типичный Оболонский двор советской застройки. Посмотрите, как здесь расписаны стены. Кто-то тренировался в граффити. Основные улицы заасфальтированы, дорожки, а не основные, вот те, которые позади, во внутренних дворах, они были когда-то заасфальтированы, но местами асфальт разрушился, и это, в принципе, больше не восстанавливается. Ну, в общем-то, можно сказать, что это и виноградарь, да, Да, и да. городок. То есть все это одинаково, однотипное, да. Вот попадаешь вот. в этот район, и ты уже не понимаешь, где ты в Киеве, в Кривом Роге, в Сумах. И вот сразу во дворах, видите, вот это вот детский садик. Детские садики всегда вот во внутренних дворах есть. Но я не уверен, что некоторые из них остались детскими садиками. Многие из них в период перестройки и в 90-х годах были превращены в какие-то бизнес-центры и еще во что-то.
Но, судя по раскраске, это все-таки По садик. крайней мере, был садик. Сейчас там что-то идут, какие-то стройки. Да. Знаете, магазинчик, это как вот в селах. Магазинчик, все здесь внутри. Здравствуйте. Классно. Ну, такой ларечек. Но это для тех, кто ленится ходить в супермаркеты. А супермаркетов здесь, кстати, хватает. Здесь большие расстояния нужно проходить для того, чтобы куда-либо дойти. И поэтому люди ленятся. Вот, например, подъезд. Человек выходит из своего подъезда, и сразу же перед носом у него магазинчик. Да, купил Чтобы бутылку далеко- и зашел назад. далеко Всё. не ходить. Далеко ходить не надо. Да. Это ковер. Это ковер. Представляешь, А. например, точно вся атрибутика советская, даже ковер. Коврами прикрывают испорченный линолеум. Мусоропровод, вот такая стоит консервная банка с бычками. Это все уже десятилетиями так. И меняться, наверное, не будет никогда. Квартиры даже двухкомнатные вот в этих домах стоят недорого. То есть и в наше время было недорого, когда мы снимали. То есть, смотрите, в таком доме будет стоить квартира двухкомнатная 8 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатная. То есть можно даже 2 семьи приехать, снять, у вас будет по 4 тысячи в месяц, тоже удобно. Иногда даже снимают трехкомнатную на 3 семьи, живут. И это как бы получается тоже дешево. Вот смотри, Это здесь лаунж. даже кафешка есть. Возле угла, слушайте. Выносишь кофе, садишься, и у тебя тут тусовка. Обалдеть. Единственный запах не очень приятный. Это вы сами сажаете, Сажаю да? сама, развожу. У вас отопление вообще включили уже? Да, да. Тепло Да. уже, да? Хорошо. Nормально? Вам нравится тут жить вообще в этом райончике? В районі, да. Хорошо, А в да? домі вже ні, 40 років і ще зробили ОСББ. А ОСББ у вас А вона сейчас, ж його да? не потягне. Вона його не потягне. Вона взяла в Кременчуку, купила квартиру, все закидала, тут жила. В общем, ніхто нічого. Ні ЖЕК тепер нам, ні В общем, вы депутати. бесхозные, Да, да, і получились? депутати ні, і В этом плане плохо. А А вона- дорого вообще платить за квартиру? ну да, буде це ж отоплення ж дороже, і газ, то А 3,5. 3,5. За двушку? Однокомнатная? За двухкомнатную? Ні, 3 у нас. А вообще райончик тут хороший, Хороший, да? вода вообще? рядом. Да, Вода, да, река. речка, да, купаться, ходить. А у вас еще и сад тут такой, ну вообще. Район дуже гарний. Тут би вход хороший. Если Да, вот да, это все, да. Ты знаешь, как я заметил такую вещь? В принципе, люди там, где живут, они привыкают и им нравится, даже если есть какие-то недостатки. Все равно они это уже как бы, притерлось. Да, человек ко всему Привыкли. привыкает. Вот такие вот здесь арочки везде, в этих длинных домах. А дома стоят зигзагом. И совсем недалеко новые кварталы. Поражает контраст. Да, вот ты идешь по Савдепе, и тут ты выходишь в Европу. На одной улице справа у нас советская застройка, и слева у нас застройка 2000-х годов. Невысокие дома здесь, по крайней мере. А там дальше на станции Минской, конечно, построили высотки. Вот даже видно впереди темный дом. Вот отсюда красиво, но сблизи, получается, это уже немножко обветшало. Да, ты знаешь, мы давно не были, и как-то грустно. Обрисованное, разрушенное, выбитые стекла. Помещение совершенно бесхозное. А, кстати, под низом, под этой площадью, это паркинг, подземный паркинг. Да. А что здесь будет? А то, что и было. Так что мы не было? помним, что было. А что, не видите? Нет. Як це ні? Ну, Видим реставрация. разбитые стекла. А, вы только с внешней И стороны, изнутри тоже. ну будет магазинчик, кафе. И известно. Вы не знаете, да? А почему оно все так в Не, таком ну как? состоянии? Делаем красоту, а что там будет? Я понял. Это хорошо, что уже, а там никто не делает, да? Или вы все Это будете? все постепенно. А то есть это вы будете все делать, да? Дай бог. Ну, это хорошо. Ну, удачи вам.
Сейчас мы находимся во дворах, недалеко от станции метро Героев Днепра. Здесь старые дома, и, в общем-то, жилье здесь дешевое. Приезжие снимают в основном здесь. Ну, в принципе, здесь удобно. Смотри, до Героев Днепра здесь 800 метров. Да. Вот мы сейчас в самой дальней точке стоим. Посмотрите, как выглядит этот район. Дорожки из плит, которые были вымощены еще тогда при строительстве этого массива. Маленькие магазинчики, которые встречаются вот прямо возле домов. Сейчас находимся на таком пятачке, где есть супермаркет Фора, насколько я помню. Вот есть бювет для воды и стихийный рыночек. Смотрите, вот просто люди приезжают сюда машинами, привозят свои ящики с яблоками, Кстати, с надо картошкой, помидорами. А почему яблоки? Тут хорошие цены. Яблоки по 15 гривен. Очень дешево, да? Да. Ну, это вот свои яблоки, свои продукты, которые люди привозят из сел. Есть местами что-то сделано, например, вот новая брусчатка здесь, но в основном все запущенное. Вот дороги в таком состоянии, ямы. В таких дворах, в таких домах обычно квартиры дешевые, но вы должны понимать, что вы будете жить вот так вот. Соответственно, квартиры соответственные, подъезды соответственные, дворы. Главное, здесь очень хороший рынок. На рынке есть все, есть домашний, вот стихийный рынок, здесь с продовольствием очень хорошо, здесь есть, ну и вся инфраструктура, Приречная рядом, опять-таки Оболонская набережная рядом, и Минская рядом, здесь все рядом. Много вообще нормальных цивилизованных супермаркетов и Да. торгово-развлекательных центров. Мы вам же говорили, что на Оболонском проспекте есть два больших развлекательных центра. Это Dreamtown 1, Dreamtown 2. В одном из Dreamtown'ов Dreamtown, построен аквапарк. На выходе из метро Героев Днепра сейчас возвели новый торговый центр, который называется Оазис. Он прямо вот выходишь из метро и попадаешь в этот оазис. Друзья, мы вам обещали рассказать свое мнение по поводу того, что люди едут сюда, в Киев. Киев не резиновый, понаехали и всякая такая прочая стандартная чушь. Дело в том, что в Киев могут приехать ровно столько людей, сколько в нем есть жилья. Я считаю, что в Киев едут профессионалы в какой-то своей деятельности. Вообще люди энергичные, умеющие что-то делать. Их города не могут предоставить и зарплату хорошую, карьерный рост своей специальности. Поэтому я думаю, что Киев наполняют именно Положительные культурные, люди, да. энергичные и образованные люди. Кстати, сами киевляне поступают точно так же. Они переезжают за границу куда-нибудь, в Лондон, в Брюссель, если Да. у них, скажем, есть хорошее образование, и Киев уже не предоставляет им возможности для развития, возможности для карьерного роста и такое прочее. То есть ищут точно так же более высокого уровня Да. жизни, так же, как и люди с периферии едут в Киев. Это мировой тренд, это урбанизация, с этим ничего не поделаешь. А в принципе жизнь не такая-то уж плохая. Киев прекрасный город, красивый. Даже многие люди просто едут из-за того, что здесь классно. Друзья, ну как вы уже поняли, на Оболоне есть все. Оболонь — это самый красивый район. Поэтому мы вам рекомендуем, если будете искать себе жилье в Киеве, то обратите внимание на Оболонь. Желаем всем хорошего настроения, оставайтесь оптимистами, Не бойтесь ничего в жизни менять, подписывайтесь на наш канал. ставьте колокольчик и пишите в своих комментариях, какой бы из районов вы хотели увидеть следующим. Мы обязательно учтем ваши пожелания. Всем пока! Всем пока!